Я нахожусь в городе Вильнюс, пересек границу Литвы со стороны Беларуси, потому что до этого мне пришлось убегать из России от сотрудников Федеральной службы безопасности, которые пришли к нам в конце марта домой с обыском, с обвинением в разглашении гостайны. Это произошло через 2 недели после моего увольнения с госпредприятия, которое занималось обороной. После начала войны я принял решение уходить с этой работы, уволился, 2 недели работал как психолог после того, как переучился. И случилось то, что случилось. Мне, кроме этого, сказали, что с этого момента я ограничен в выезде за рубеж на 5 лет. И мы бежали из Оренбурга через Москву в Минск. В Минском аэропорту мы попытались вылететь в Тбилиси. Нам сказали, что самолет технически неисправен и задерживается рейс. Через несколько часов самолет выгрузили, нас отправили в гостиницу. На следующий день мы повторно пытались сесть на этот же самолет, но меня задержали на паспортном контроле, изъяли загранпаспорт, сказали, что он аннулирован, выдали бумагу, протокол изъятия и отпустили. И после этого мы поняли, что ехать назад в Россию уже не получится. По этой причине я 3 недели прожил в Минске, искал пути, куда двигаться вперед. Решил переходить границу пешком в самом трэш-режиме. Собрал информацию, нашел какие-то рассказы людей, которые этим занимались. Нашел каких-то через долгую цепь знакомых, которые могли рассказать, как это делается. В один из дней выехали в сторону границы, и примерно за 10 километров я покинул машину, вошел в лес и долго, в течение 15-17 часов, двигался в сторону Литвы. Так я попал на границу, пересек ров с водой. В небольшой деревушке в Литовской попросил местного человека, гражданина Литвы, позвонить в погранслужбу. После я подал прошение об убежище, и вот я сейчас нахожусь здесь, ожидая решения. Сейчас я здесь на этот момент 2 месяца после того, как пересек незаконно границу. В 2013 году я закончил институт по профессии инженер-электрик. И год работал в обычной организации в структурах «Газпрома». Потом я решил устраиваться в конструкторское бюро. Мне показалась работа интересной. Несколько месяцев ожидал, когда проверят мою анкету на благонадежность. Потом меня вызвали, я прошел все процедуры, устроился. И с 2014 года по весну 2022 я там работал 8 лет. В конструкторском бюро «Орион». Это военно-промышленная корпорация НПО машиностроения. Ее филиал в городе Оренбург. Оно занимается изготовлением летательных аппаратов, в том числе на экспорт. При устройстве на работу я ознакомливался с федеральными законами, с различными о защите гостайны. И мне была присвоена форма допуска к гостайне. То есть я мог по своей работе брать какие-то документы с грифами, находиться в закрытых цехах. То есть вся эта работа предполагала наличие доступа к таким материалам. Я знал, что после ознакомления со секретными документами есть период в течение 5 лет, в течение которого не выпускают за рубеж. То есть загранпаспорт хранится на предприятии. С 2015 по 2020 год этот период истек. В 2022 я увольнялся, у меня было разрешение на выезд, то есть это прямо отдельная бумага, в которой я расписывался на 2 листах. Там было все описано подробно и заключение с подписями о том, что не запрещается выезд за пределы Российской Федерации. 3 марта, когда я увольнялся, это было для меня очевидно, что запрета нет. Я с 2011 года, наверное, очень негативно был настроен вообще ко всем выкрутасам власти, ко всем подтасовкам на выборах. Мы иногда участвовали в каких-то протестных движениях, не настолько активно, чтобы привлекаться по ним. И, по крайней мере, я обычно говорил об этом прямо, всегда со всеми разговаривал, свою позицию
абсолютно открыто представлял, что крайне негативно относился к действующей власти, к аннексии Крыма, к дальнейшим этим вот гибридным каким-то военным штучкам. С этой работой было, конечно, связано очень много негативного. После, наверное, 2 первых лет работы начал понимать, что неподходящая работа. Я пытался найти что-то в гражданском секторе, в авиации. Проходил там собеседование с какими-то корабельными компаниями, с компанией Boeing. Потом я после прохождения собеседования не устраивался туда. Понял, что я, в принципе, саботирую любую работу по технической специальности. В конце 8-го года окончательно решил, что мне не только эта компания не прельщает, но и вообще. После 24 февраля я, естественно, все это осознал еще гораздо более тяжело, чем до этого. Я постоянно помнил, что это изготовление оружия, которое понадобится только тогда, когда нужно будет уничтожить кого-то, что-то. С 24-го это стало абсолютно очевидно, что здесь не получится потом сказать, что я просто подвозил уголь, или я просто ходил на работу и сидел за столом и нажимал кнопки на компьютере. То есть для меня это была та ответственность, которую напрямую я связывал с войной, с возможностью чьих-то смертей. Даже если применялось какое-то другое оружие, это не столь важно. С моим мировоззрением уже конфликтовало не просто, что мне это как-то не подходило или не нравилось. Нельзя было терпеть больше ни дня. После начала так называемой военной операции России в Украине было, во-первых, много петиций, в том числе там от партии «Яблоко», которые я подписывал и публиковал. И писал какие-то свои тексты, то есть пытался разговаривать с людьми, которые особенно с людьми, которые придерживались конформной позиции, соглашаясь, что все это власть делает правильно, и разберемся и посмотрим потом. И в один из дней утром на оперативке нам начальник сказал, что нам всем необходимо удалить все такие посты, которые говорят о войне и говорят они что-то негативное. Я тогда возмутился, почему они вообще к нашим соцсетям какое отношение имеют, что свое частное мнение я здесь выражаю. Ни к какому мнению, в общем, не пришли, потому что там мои коллеги — это в основном люди, которые из советского прошлого, из комсомола, которые говорят, что если там сказали, то надо взять под козырек. Через несколько дней, когда я уже с заявлением ходил, подписывал свое увольнение, я боялся каких-нибудь дополнительных преследований, решил поудалять, почистить посты в ВКонтакте и поудалял оттуда очень много таких политических каких-то своих постов и репостов, ожидая, что могут привлекать за какую-нибудь ерунду и остановить буквально за мелочь. Я с заявлением на увольнение прошелся по всем своим руководителям. На следующий день я с обходным листом уже подписал бухгалтера и, в принципе, был свободен. Я попрощался с сотрудниками достаточно тепло, хоть мы и с ними конфликтовали во всех вопросах, связанных с политикой, с вопросами отношения к СССР, странам Балтии, с этой войной, но какая-то их сторона все равно была мне человечная какая-то. Я попрощался, вышел оттуда. Все, я был совершенно свободен, счастлив, я был вымотан до предела, но когда я зашел в лифт, посмотрел на себя в зеркало, я подумал, что я все-таки выгляжу как человек, который себе нравится, который себя уважает. И эти дни я доучивался, проходил дополнительное обучение по психологии, конкретному методу, были семинары. Мы съездили с женой к ее родителям, провели там несколько дней дома. То есть это были 2 недели, когда мы занимались своей жизнью, и когда я был очень свободен, счастлив, я провел первые консультации как психолог. Для меня это был огромный успех. Я получил деньги за это,
за свою работу, за которую я чувствовал ответственность. И я чувствовал, что она может помогать, и что люди, мои клиенты, дают мне отклик. И в одну из пятниц мы поехали на машине в стоматологию. По пути мне позвонил бывший начальник, спросил меня: ты в городе? Я сказал: да. Он попросил меня приехать на предприятие и что-то подписать у бухгалтера. Мне что-то показалось это достаточно лживым. Я попытался выяснить, и никакого бухгалтера было не надо. Просто он меня обманом хотел зачем-то получить там, чтобы, возможно, влепить мне какое-то ознакомление. Я приехал домой, отдыхали после обеда. К нам пришел какой-то курьер, сказал, что ошибся дома. И через полчаса к нам постучались в дверь. Я посмотрел в глазок, там было очень много людей в погонах. По-моему, не в погонах были, они были просто такой большой массой, там их было 5. Я от чего-то подумал, что это полиция, но у нас традиционно полиции нет смысла не открывать двери. Я открыл, зашли впятером, представились: старший оперуполномоченный ФСБ, майор такой-то, еще один майор, еще один сотрудник IT и 2 понятых. Немножечко как в сне, в состоянии дереализации, почему с моей жизнью это происходит. Я слушал, как они зачитывают текст постановления на обыск. Там звучало подозрение в разглашении государственной тайны, статья 283 УК РФ, в отношении неограниченного или неопределенного круга лиц, что-то много еще. И, в общем, так, вежливо, шаг за шагом они мне сказали, что будут смотреть все бумаги, все вещи, электронные носители. Ну и мы стали водить их по квартире, зная, что никогда и ничего я не брал домой, не копировал на какие-то флешки, не стремился вытащить какую-то информацию, продать ее или передать. Чувствовал себя на тот момент максимально в чем-то виноватым. То есть было ощущение, что дело только доказать мою вину, что как будто бы уже факт того, что ФСБ находится в моей квартире, это уже делает меня практически преступником. 4 часа длился обыск, они методично пролистали все книги, переложили все вещи, посмотрели все коробки, проверили флешки, ноутбуки, телефоны. В телефонах перечитали все переписки, проверили все фотографии. Посмотрели мой загранпаспорт. Он у меня лежал дома. Переписали номер. И вежливо попрощались. Я никогда ни разу не разглашал государственную тайну, никаких секретов и не помышлял об этом. Я не брал, не выносил, не копировал, не фотографировал никакие документы. И мне нечем в этом плане себя упрекнуть. Я думаю, что еще могло лечь на чашку этого конфликта тот факт, что полгода ранее я беседовал с сотрудником ФСБ на предприятии, который прикомандирован именно к этому заводу, который опрашивает нас после командировок. И он очень долго и очень неприятно пытался давить на то, чтобы я ему какие-то сведения, взаимоотношения в коллективе доносил, чтобы я ему рассказывал, делал какие-то бумажные репорты о том, почему задерживаются гособоронконтракты по некоторым изделиям, почему это все движется медленнее, чем нужно. Я очень осторожно, но отклонял все это и говорил, что я на это не согласен. Если у вас есть какие-то конкретные вопросы, то просто вызывайте и спрашивайте. На что-то соглашаться заранее я не буду. Я думаю, что после увольнения прошло 2 недели, до него дошло, что они упустили, как он называет, секретоносителя. То есть в этой беседе он говорил: вы секретоносители, и мы обязаны вас защищать от тлетворного влияния западных разведок. И вот я думаю, что он кинулся меня защищать спустя 2 недели, и они прислали людей для этого специально обученных. Когда ушли сотрудники из дома, мы еще долгое время не могли особо разговаривать, потому что было непонятно, о чем говорить, чего бояться впереди, что делать, к
чему это все ведет. Из тех вопросов, которые мы их задали, я спросил, из-за чего дело, есть ли какой-то конкретный факт утечки или что-то еще, потому что если бы это было ясно, что розыскные мероприятия ведутся по каким-то конкретным фактам, то здесь я не вижу с собой вины, и мне было бы спокойно. Если же, как в этом случае, когда мне видится, что это просто преследование, то совершенно другая история, и здесь не надо уже рационализировать, что все будет хорошо и наладится. Нужно просто принимать какие-то решения. Я поспрашивал адвокатов, было очень много противоречивых каких-то мнений. Были те, которые говорили, что дела, скорее всего, пока нет, но, вероятно, будет. И ФСБ любит такие штуки раскручивать, и, наверное, стоит бежать. Поэтому мы решили, что через несколько дней мы, наверное, поедем отсюда подальше. После обыска я только подписал протокол, его подписала моя жена, и они ни слова не сказали, что меня ждет, они не сказали, будут ли допросы, будут ли еще какие-то действия. Вот они закончили свой ОРМ, попрощались с нами и ушли. И это было в пятницу. А в понедельник утром уже мне позвонил на телефон с моей бывшей работы начальник первого отдела, это тот, который занимается защитой гостайны, и сказал, что вам, Дмитрий Викторович, нужно явиться на предприятие, подписать бумагу. Обстоятельства изменились, теперь вы ограничены в выезде за рубеж на 5 лет. Я думаю, вот, здрасте, я этого избегал и успешно избег, уволился, у меня не было запрета, а тут вдруг он появился. В этот момент я ехал в лифте из дома, и домой я уже больше не вернулся. К этому моменту мы уже решили, что в течение, наверное, недели нам нужно отсюда будет убраться. То есть в субботу я проконсультировался с адвокатом, он мне сказал, что ничего хорошего, судя по всему, из этого не будет, лучше уехать. Я с женой думал, что дней 5 у нас есть. К середине недели мы собирались собрать вещи, хотя бы чемоданы собрать, и вылететь в Тбилиси. В итоге мы уже стали искать билеты, какие-то пересадки по России, чтобы вылетать из своего региона. Но в понедельник мы поняли, что времени нет вообще, не то что нескольких дней, но и сегодняшний день уже нас торопит. Я сказал этому сотруднику, что я смогу прийти завтра после обеда. Поехал продавать машину. У меня было уже выставлено объявление днем раньше. Потом в один из моментов, когда я находился у нотариуса, мне позвонили на телефон и очень таким странным казенным голосом предложили купить сейчас срочно за наличку и прямо сейчас подъедем. Спросили адрес, я сказал район, где я нахожусь, меня еще раз переспросили адрес. Я повесил трубку, потому что это прям очевидно ментовским тоном просто все спрашивалось. И минут через 10 я через окно, через стекло двери увидел, что возле машины остановилась машина МВД, прям через одну. Я не знаю, это совпадение было или нет, но я уже точно решил не рисковать, просто ушел из этого района, позвонил жене, и мы вечером стали судорожно искать такси до Москвы. Нашли, задорого уехали. Там по пути к Москве мы ехали около суток. Я искал уже какую-то машину до Минска. Мы решили вылетать из Минского аэропорта, чтобы уже не из России, потому что я побоялся, что, может быть, они добавили мою фамилию или паспортные данные в стоп-лист, и паспортный контроль я пройти не смогу в России. Когда мы приехали в Москву, мы пересели на минивэн, который возит Минск-Москва, и без проблем туда доехали. Единственное пугающее было, это на границе российские пограничники зашли посмотреть документы и сказали россиянам, а нас россиян было только двое с женой, пройти в помещение. И спросили, куда едем. Мы ответили, что до Минска, и нам пожелали счастливого пути. Мы прошли. Мы въехали в Беларусь, и вот в этот момент мы покупали билеты уже Минск-Тбилиси. В первый день
нам удалось пройти паспортный контроль, сесть на самолет. Если бы не эта досадная поломка или что это было, когда самолет откатили уже от терминала и объявили по внутренней связи, что у нас техническая неисправность, и мы немножечко задержимся. На тот момент я думал, что, может быть, самолет попросили приостановить, и меня арестуют здесь, но нет. Нас провели через паспортный контроль назад и отвезли в отель. А вот на второй день уже, когда мы проходили паспортный контроль на самолет, тогда жену пропустили, а мой паспорт сотрудник очень долго листал, сверялся с каким-то списком и вызвал по рации сотрудников, которые отвели меня в сторону, сказали, что придет старший офицер и все объяснит. Ни на какие вопросы не отвечали. Вот под этим конвоем я просидел 30 или 40 минут. Жена на другой стороне пыталась пройти, вернуться сюда, на мою сторону. Ее не пропускали, говорили, что вы уже прошли паспортный контроль, вам нельзя. Потом, когда пришел старший офицер погранконтроля и объяснил мне, что мой паспорт изымается, супругу мою пропустили назад, поставили ей в паспорт штамп, и нам разрешили идти. То есть нас провели обратно, сказали, что эти двое человек не летят уже. Там сняли копию моего загранпаспорта и его отдали уже пограничникам. То есть я остался без документов, с российским паспортом. Что хочешь, то и делай. Можешь возвращаться в Россию, например. Первое время в Минске, первую ночь, мы не могли особо о чем-то думать, потому что версий не было. Переписывался с правозащитными организациями, пытался понять, что ждет, что можно сделать. Тыкался во все углы. Немножечко успокоились мы на третьи сутки, когда я стал понимать, что назад я точно не поеду, а жена приняла решение пока вернуться назад в Россию. Для нее это был единственный нормальный, безопасный, спокойный способ. Хотя мне говорили, что, наверное, нам обоим не стоит туда двигаться, потому что она может там находиться в качестве заложника, что ей будут устраивать проблемы, вызывать на допросы, и будет сложно потом выехать. Но 3 суток в Минске мы потратили очень много денег, уже было сложно что-то придумывать и решать. Я проводил ее до лифта, она поехала на вокзал на такси, а я утром вышел из нашей съемной квартиры и переехал на другой адрес. И уже в течение 3 недель там искал информацию, связывался с людьми, которые могли бы подсказать, как можно перебраться на какую-нибудь безопасную сторону. Польшу, либо Литву. То есть были разные версии, в том числе лететь куда-нибудь в Киргизию, либо лететь в Армению. То есть везде, где можно с российским паспортом. Выбрал Литву. Дальше я изучал маршрут. Я читал, я спрашивал, как перебирались те мигранты, которых привозили по приказу Лукашенко, который очень много арабов понавез на границу с Литвой и Польшей. Мне предлагали, показывали, где обычно, часто, наверное, происходили такие пересечения. Хотя для меня это было небезопасно, потому что там все истоптано, все изучено. Я искал что-то более сложное в техническом смысле, где-то, где сложнее пройти, но где нету троп и дорог, где не ходят пограничники строем. Я пытался найти людей, которые помогали переходить границу политзаключенным, тех, кто преследовался по политическим мотивам, граждане Беларуси. Я знаю, что россиянину никто не стал бы помогать и рисковать, потому что там очень много своих, кто находились в гораздо более рискованном положении.
которым грозила тюрьма на территории Беларуси, что гораздо опаснее. Но мне, по крайней мере, не отказывались давать какую-то информацию. Это было удивительно, потому что белорусы оказались очень людьми, которые готовы были помогать всем. Подсказывали там, где можно найти дыры, где еще пока не выстроены заборы. И я по карте, по спутниковой старался прикидывать расстояние, какие-то дороги, по которым я туда буду идти, и как мне будет нужно сворачивать, чтобы не углубиться там в лес. Я переходил границу 16 апреля, попросил отвезти меня в один из городков поблизости, поближе к границе. Там начинались леса, и я вышел из машины, взял свой небольшой рюкзачок и углубился в лес. Это было обеденное время, шел к деревне, приблизительно прикинув направление. Несколько, наверное, часа два я проходил этот не очень большой лесок. Дошел до края деревни, там было самое открытое место, и я решил лечь до ночи там подождать. Часов через 6 я продрог, наступил вечер, в 9 уже было темно. Я стал потихонечку двигаться в сторону дороги через болото к этой деревне. И обнаружил какого-то человека, который очень тихо там сидел все это время и слушал радио. Я услышал по радио, что кто-то там есть. И потом я несколько часов обходил это место, потратил огромное количество времени и сил, потому что двигаться надо было тихо, было темно, и ветки в лесу очень сильно хрустели, если на них наступать. После нескольких часов вот этого обхода я еще на 2 часа залегал, чтобы прождать, когда станет часа 3 ночи. Около 3 я вышел пройти совершенно открытое место, перейти в обход болота к этой деревне. Мне через нее надо было пройти, это было единственное место. Очень медленно, очень осторожно, периодически практически залегая там в траве, я так двигался. И в 3 часа ночи я зашел в деревню, встал в рост, потому что там было все совершенно открыто. Это просто улица, освещенная фонарями. И пошел, как ходят местные жители, просто прямо. Пересек ту деревню. 6 километров оставшихся я просто прошел за 3 часа очень осторожного шага, периодически останавливаясь, слушая, потому что я знаю, что пограничники иногда оставляют какие-то секреты, где-то они могут наблюдать. После 3-4 ночи это было уже, наверное, достаточно спокойно. То есть я предполагал, что если что-то где-то кто-то в лесу наблюдает, то, может быть, уже легли спать. Поэтому страха уже не было. Было понимание, что нужно просто делать все крайне осторожно, каждый раз останавливаться, прислушиваться. Так я дошел до болота, через которое я там с какой-то длинной веткой, с палкой, с кочки на кочку перебирался, примерно понимая направление, куда мне надо выйти. Уже ориентировался на солнышко, которое всходило после 6 утра. И я увидел забор впереди, пограничный. Я пошел немножечко в сторону, вдоль него, но по лесу, и дошел до места, где этот забор заканчивается. А вместо него начинается ров с водой. Какое-то время я просто бездумно стоял на краю леса, думал, снимать ли мне джинсы или не снимать. Почему-то тогда эта задача казалась очень сложно решаемой. Мне было просто несложно зайти просто во всей одежде, но я почему-то подумал, мне же будет комфортнее потом в сухом. Ну, в общем, я разделся и уже босиком пошел к этому рву, плюхнулся в воду по грудь и достаточно спокойно его перешел. Выбрался на противоположный берег и понял, что, кажется, я в безопасности. Теперь даже если на другом берегу возникнут пограничники Беларуси, я
здесь под защитой погранслужбы Литвы. В деревне я нашел человека, попросил позвонить в погранслужбу. Он меня расспросил, спросил: ты из Беларуси? Я сказал: я со стороны Беларуси, но я из России. Вкратце рассказал ему эту историю. Он даже не особо удивился. Очень вежливый белорусский гражданин. Минут через 10 приехали ребята на машине втроем. Мы объяснились с ними, что я пересек границу недалеко здесь, что при мне есть только копии документов, что я буду просить убежище, объяснил обстоятельства. И меня повезли на погранзаставу. Там поместили в закрытое помещение на 3 суток в ожидании окончания праздников, потому что все в это время отдыхали, а мне через 3 дня вызвали сотрудника департамента миграции, чтобы мы заполнили анкету на убежище. После подачи анкеты на убежище по политическим мотивам, я знаю, что это достаточно долгая процедура, может быть занять и 6 месяцев, может дольше. Формально оно длится 3 месяца с возможностью продления, но практика показывает, что многие ждут и по году. К этому я был готов, об этом я даже не размышлял, сколько будет занимать времени. Супруга вылетела из России в Тбилиси на время, пока я получаю здесь статус беженца. Приехала она туда недавно, наверное, через месяц после того, как я перешел границу. Для нее это вообще был большой стресс, она боится летать, она панически боится летать, но она сделала это, смогла. Когда я, остался в Минске, а моя жена вернулась к себе в родной город, через несколько дней их с мамой вызвали в городскую администрацию, и там присутствовало 2 сотрудника ФСБ, один из моего предприятия, мой старый знакомый, а другой из местного ФСБ. И они рассказывали, что никакого дела против меня заводиться не будет, если я одумаюсь и быстро вернусь, что единственное, что им нужно, это ознакомить меня с ограничением на выезд на 5 лет. И они объяснили им, что такая процедура сейчас делается по всем секретоносителям, потому что сами понимаете, какая ситуация сейчас, и мы не можем рисковать своими бывшими даже сотрудниками, которые были допущены к гостайне, и это у нас правила сменились, и вот, в общем, ему нужно ознакомиться, это все, что мы хотим. Мы не хотим проблем. Если он вернется, то мы замнем это все на местном уровне. Если нет, то это выйдет на федеральный уровень, то есть будет этим заниматься Москва. Если уж говорят, дела нету и нету причины для дела, то почему оно тогда выйдет на федеральный уровень? Вопрос другой. Я все это послушал и попросил мне больше не рассказывать все эти вещи, которые они им будут доносить, которые они им будут пытаться рассказать, что все хорошо, потому что я попросил просто держать это, оставить это себе, всю эту информацию, и что мне это не нужно. Я сегодня думал над этим, какой у меня следующий шаг, когда меня спрашивали, нормально ли я себя здесь чувствую, я сказал, что 3 ступени выше, чем это было в России, уже достигнуты. Это безопасность, базовая безопасность. Еще, наверное, 2 ступенечки это будет работа и дом здесь, и еще 2 это наши коты, которые сейчас в России. Мы очень сильно горюем по нашему дому. Жалко, что там брошено все, что мы оставили много вещей, много недоделанного в своей любимой квартире, с которой расстались. И наш маленький город нашего детства, где мы жили, из которого уехали. Хочется сюда перевести котов и жену, и иметь здесь какое-то стабильное место, свой новый дом, чтобы в него можно было привезти какие-то свои вещички, книги и работать. Обязательно заниматься какой-то деятельностью, той деятельностью, которая теперь уже будет
точно нравится как минимум и которая будет иметь смысл.